Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на апрель 2023 года. Месяц обещает быть очень ярким, очень насыщенным в событийном плане, поэтому посмотрим, что же вас ожидает в рамках этого периода. Помогут мне сегодня в работе Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Общая энергия месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, вопросов личной жизни и совет от карт. Все карты перед вами. Приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас ложится аркан Император. Ну, по сути, аркан с вашей энергией огненной, но это карта стабильности, карта контроля, самодостаточности, реализации и карта стабильности. Поскольку это аркан все-таки с мужской энергетикой, то здесь ситуация указывает на взаимодействие с мужчиной, будь то ваш супруг, ваш отец, брат, руководитель, наставник, тренер, потому что по императору это взаимодействие с человеком, который поможет вам контролировать какие-то процессы, что-то наладить в вашей жизни, просто сделать вашу жизнь стабильной. И, возможно, таковые качества будете вовне проявлять вы, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Конечно же, поскольку карта многогранна, мы будем уточнять, в какой нише, в какой именно сфере для вас это будет созвучно, будет реализовываться. Император-отшельник у нас указывает на взаимодействие и заботу о ваших родственников старшего поколения, будь то там отцы зрелые, да, или дедушки, может быть дяди, то есть помощь и содействие от таковых людей. Ну а в целом это обретение духовного лидера. Для кого-то это, кстати, выход на пенсию по картам. Еще отношения или брак с более зрелым человеком, то есть со значительной разницей в возрасте. Ну и здесь, если смотреть, император-отшельник, это еще как думать о будущем, о каких-то своих пенсионных накоплениях, то есть то, что вам потом позволит себя ощущать более комфортно. Если смотреть вопросы работы, карьеры, у вас здесь ложится паж чаш. Несколько вы здесь, так сказать, оторваны от земли. Почему? Потому что, ну, знаете, здесь такая вот некая витальность. Это романтизм, это влюбленность, это работа спустя рукава. Максимум это всецело углубляться в творческие процессы. Если особенно вы работаете на себя, занимаетесь творчеством, либо хендмейдом, тогда для вас это будет продуктивный период. Если же вы у нас не работаете, то паж чаш и умеренность указывают здесь на ситуацию, зону комфорта. То есть все базовые потребности у вас закрыты, вам не нужно думать о ресурсах, вам есть на что и на кого опереться. И здесь это создавать зону комфорта себе. Максимум это заботиться о детях или о внуках, если у вас таковые есть. А в остальном это посвящать все свое свободное время хобби, увлечениям, реализации, зоне комфорта. То есть то, что радует вашу душу. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то паж чаш и жрец – это радость в душе, это потенциал, потому что здесь стажировка, здесь обучение, ну и как следствие получение работы мечты. Поэтому такой одухотворенный подъем в этом вопросе, в этой ситуации. Если вы у нас наемный сотрудник, паж чаш и сила – указывают на протекцию, на помощь, на поддержку и на продвижение по карьерной лестнице. То есть кто-то вас здесь возьмет под свое крыло, будет опекать, будет продвигать и лоббировать ваши интересы. Если же вы владелец собственного бизнеса, то паж чаши, король пентаклей – это вопросы стабильности, это увеличение дохода, заработка, это знакомство с очень влиятельным партнером, человеком, который будет содействовать, помогать, и с кем ваша кооперация действительно будет продуктивной. Если смотреть финансовую сторону вопроса, девятка жезлов. Девятка жезлов – это ощущение защищенности, это стабильность, это отложенные деньги. И здесь нельзя говорить о расточительстве, но вместе с тем нельзя говорить о вопросах экономии. Это, могу сказать так, просто рациональное использование ваших ресурсов. То есть не сорить деньгами направо и налево, а возможно во что-то их инвестировать, либо просто отложить на потом, чтобы вы себя спокойно ощущали в будущем. То есть это как думать о завтрашнем дне, о вопросах накопительства, об увеличении вашего дохода. Ну или сделать так, чтобы ваши деньги работали, приносили вам какой-то процент, какую-то прибыль.
Если смотреть вопросы здоровья. Четверка жезлов — это, в принципе, прекрасная карта, потому что она говорит об отличном самочувствии, эмоциональном, ментальном, физическом. Но вместе с тем это аркан, указывающий на вопросы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому во избежание наличия протрузий, межпозвоночных грыж и прочего-прочего, если есть какие-то проблемы, ощущаете скованность движений, боли, где-то колет, где-то тянет, не затягивайте с этим, обращайтесь к врачу. Ну и как следствие, по рекомендации врача, это любые профилактические меры, направленные на укрепление вашего мышечного корсета, на ваши суставы, на все остальное. Кстати, это может быть прием препаратов, которые укрепляют ваши суставы, ваши сухожилия, ваши мышцы. Ну, то есть облегчает вам жизнь. Если смотреть вопросы личной жизни, у вас здесь ложится аркан суд. По суду, как правило, это возрождение чего-то, то, что ранее, знаете, отмерло, ушло из вашей жизни. То есть зачастую это вопрос восстановления отношений из прошлого. Но так ли это и справедливо ли это для вас, мы посмотрим сейчас и будем прояснять ситуацию. Для тех, кто у нас свободен. Суд и паж жезлов, ну здесь как действительно получить весточку из прошлого. Это общение, это звонок, смс, это как повод найти общие точки соприкосновения и попробовать сначала. То есть действительно здесь будет попытка и потенциал восстановить отношения, которые себя уже ранее исчерпали. Если же вы в любовных треугольниках, то суд и восьмерка жезлов — это активно призывать и активно действовать по направлению создания официальной семьи. То есть, видите, то есть действовать так, потому что у вас даже дно колоды пятерка жезлов, карта конкуренции. То есть выбрать вашего партнера или партнершу, приложить максимум усилий для того, чтобы здесь создать новую ячейку общества. Если вы у нас в стабильных союзах, то суд и туз мечей. Это, в принципе, решение правовых вопросов, связанных с семьей, то есть оформление, переоформление, составление завещания, брачные договора, контракты и прочее, и решение вопросов взаимоотношений. Но это в большей степени связано, ну, как сказываться будет на тех, кто находился на расстоянии, потому что десятка жезлов – это длительный период, несли тяготы жизни в одиночку. Ну, то есть, может быть, там война вас разъединила, или там кто-то уехал на заработки, то сейчас это как заново адаптироваться к друг другу, это быть вместе, это восстанавливать отношения, это, ну, знаете, как обходить острые углы и острые точки. Если смотреть рекомендацию в этот период, у вас ложится здесь аркан императрица. Карта плодородия, карта процветания, карта зоны комфорта, карта богатства. С точки зрения совета, для мужчин и для женщин это справедливо. Это, знаете, как заниматься своей внешностью, преображаться. Делать все для того, чтобы для вас жизнь заиграла новыми красками. Окружать себя уютом, роскошью, комфортом, красотой. То есть вплоть до того, что вы там меняете гардероб или действительно создаете дома уютную обстановку, атмосферу, или, может быть, в офисе, где вы работаете. Опять же, по императрице это акцент на взаимодействии с женщинами вашего рода. То есть мать, бабушка, помощь, поддержка. Для кого-то это, знаете, как войти в новый этап жизни. То есть если вам предлагают замужество или наоборот вы решили жениться, то есть не бойтесь этого, не раздумывайте, потому что для вас это благодатная почва, плодотворная почва. Время для создания семьи, для продолжения рода и так далее. И опять же активный, продуктивный период для инвестиций в какие-то новые проекты, потому что они дадут свои результаты. Они действительно будут расти, будут разрастаться и нести вам это благосостояние. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не упустить этот шанс. И посмотрим неожиданность периода. Какова у вас здесь ситуация? Всадник, развилка и дерево. Ну, в первую очередь для многих это решение вопросов, связанных с местом жительства, потому что всадник, развилка и дерево – это ситуация там, где вам нужно осесть, пустить корни, то есть определение места вашего пребывания. Это первое. Второе. Если это касается вопросов здоровья, всадник – это получение благоприятных вестей, потому что развилка и дерево, если был какой-то неточный диагноз, то знаете как, почему говорю неточный, даже дно колоды леса, то есть дезинформация, что-то было сказано некорректно, то это прояснить этот момент, это действительно выяснить, в чем же там проблема и устранить первопричину
вашего плохого самочувствия. С точки зрения взаимоотношений, всадник, развилка дерева. Это ситуация, когда ваши дороги, вновь, как говорю, переплелись. Это попытки укрепить отношения, для кого-то узаконить, а для кого-то новые отношения или бывший союз построить по-новому, как новый шанс, новая возможность и адаптация к текущей ситуации. Вот такой расклад, вот такие перемены, поэтому пусть для вас здесь ситуация будет во благо, пусть у вас все меняется только в позитивном ключе. Вам плодородия, продуктивности, чтобы жизнь играла для вас новыми красками и сама Вселенная вам благоприятствовала в этих вопросах. Ну а я от вас буду ждать обратной связи по прошествии периода, поэтому не забудьте черкнуть пару строк для энергообмена относительно того, как для вас отыграется данный месяц. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.